Это тот самый Назарет Галилейский. А это Ар-Тавор. Наверняка вы знаете ее. Это гора Преображения. Армагеддо. Или в греческом варианте Армагеддон. И долина Мегеддонская. Дорогие мои зрители, шалом всем нам. Если вы пришли на этот канал, значит вас связывает с Израилем какой-то интерес. Значит вы что-то о нем знаете. Предполагаю, что вы знакомы со священными писаниями и, возможно, читаете их значительную часть своей жизни и даже неплохо помните что-то наизусть. Скорее всего, вам знакомы и ярчайшие личности еврейской истории. Где же они жили? Что они видели? О чем переживали? А они жили вот здесь. Они видели вот это. Здесь меня окружает тот самый Израиль, где жили великие люди, где происходили события планетарного масштаба. Да, все это мне тоже очень интересно. Я намерен приложить все старания, чтобы ваша заинтересованность находила удовлетворение силами моего скромного проекта. Знаете, с давних пор мне был интересен поиск настоящего. Не иллюзорного, а реального, живого. Это касалось всего. Личностей, каких-то мест, процессов. И когда я встречался с настоящим, не через экран телевизора или смартфона, мне это доставляло огромное удовольствие. Однако хочу обратить наше с вами внимание на одну проблему. С давних теперь уже пор в моем сознании стали оформляться очертания занимательного парадокса. Я стал замечать конкретный диссонанс в христианском мировоззрении в отношении судьбы еврейского народа. Если говорить коротко и обобщенно, то суть такова. Христиане, в основной своей массе, те, кто меня окружали, с одной стороны, признают, что Израиль дал им пророков, и что даже вроде бы и Иисус из Назарета был евреем. А с другой стороны, мы же знаем, кто его распял. И всякие там еврейские штучки. И первые христиане им не по душе были, а еще они даже вино пили. Но, признавайтесь, друзья, знакомо. А тут еще современная повестка в еврейском государстве продолжает рвать в клочья нежные и миролюбивые христианские сердца. И как же тут нам правильно сориентироваться? Как все правильно сопоставить и сложить в единую и непротиворечивую картину? Друзья, я хочу, чтобы у вас была возможность не только смотреть и слушать меня, мои наблюдения, умозаключения, но и высказывать свои мысли по поводу того, что здесь будет говориться. Я планирую затрагивать самые разные темы, включая очень острые и неоднозначные. Если у вас есть свое мнение, и если будут появляться любые попутные вопросы, я приглашаю вас комментировать мои видео и переходить в специально созданный для такого общения телеграм-канал. Пусть нам всем будет интересно и полезно. Давайте вместе затрагивать горячие темы и рассматривать их с точки зрения еврейской жизни, в контексте оригинального языка Великой книги и специфики нашей культурной среды. Мы даже попробуем говорить о таких понятиях из религиозного обихода, которые все используют, но никто их не объясняет. Да, такое есть и немало. А может быть, пойдем еще глубже и попробуем понять сам феномен религиозности. Друзья, я не боюсь неудобных вопросов. Я готов принимать предложения тем. Я хочу, чтобы вместе мы были в поиске, и чтобы этот поиск был плодотворным. Еще в моих творческих планах
интервью с интересными людьми, с такими, кому не чужды духовные искания и сомнения, кто способен видеть не только романтику, но и проблематику, кто готов открыто рассуждать об этом всем вслух. Израиль – мой дом, и я хочу, чтобы этот дом был светлым и чистым. Это страна с огромной и очень непростой историей, и я намерен бережно обращаться с моим домом. Здесь будет рассмотрение мотивов, изучение позиций, здесь будет критика. Возможно, даже критика моего дома, чтобы он становился еще лучше, и критика тех людей и их мнений, которым мой дом не нравится. А еще я заметил, что общаться с убежденными людьми необычайно интересно. Не упертыми, а убежденными. Это не одно и то же. Я буду очень рад, если у моих зрителей убеждения станут еще более глубокие и осмысленные. Я приглашаю вас всех к общению, к дискуссии. Кстати, пока я готовил этот пилотный выпуск, решил сделать анонс о записи следующего ролика на тему такого странного праздника, как Пурим. Желаю вам всего хорошего. До встречи в наших следующих выпусках. Шалом. Adavo shalom aleinu, Adavo shalom aleinu, Adavo shalom aleinu ve'akula salam aleinu ve'akol ha'olam salam 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 aleinu ve'akol ha'olam salam salam Adavo shalom aleinu, Adavo shalom aleinu, Adavo shalom aleinu ve'al kulam. Adavo shalom aleinu.